Привет, друзья! Сегодня поделюсь с вами, как приготовить хорошую правильную закваску из ржаной муки для бездрожжевого хлеба и не только. Первый день. В подходящую емкость, где у нас будет вызревать закваска, всыпаем 3 столовые ложки ржаной муки и вливаем 40 мл теплой питьевой воды. Хорошо все размешиваем до получения однородной массы без комочков. Это будет так называемый первоначальный заквас. Сама закваска готовится 5 дней. В среднем она вызревает 4 дня, а 5-й день у нас будет решающим. Мы будем делить закваску. Как это будет происходить, я покажу вам позже. Данные манипуляции мы будем проделывать каждый день, то есть кормить закваску мы будем 1 раз в сутки на протяжении 4 дней. Получилась вот такая гуща. Если она получилась чуть жиже, ничего страшного. Если получилось слишком густо, то добавьте буквально пол-ложечки воды. После добавления воды еще раз хорошо все перемешиваем до получения однородной массы, после чего накрываем холщовой тряпочкой и ставим в теплое место на сутки. Второй день приготовления закваски. Также всыпаем 3 столовые ложки ржаной муки и вливаем 40 мл теплой воды. Хорошо все перемешиваем и убираем в теплое место на сутки. Самое главное преимущество этой закваски, что при правильном хранении она хранится до полугода. Желательно хранить ее полгода, после чего лучше завести новую закваску, потому как дрожжи теряют свои свойства. Но сама закваска не портится и не киснет при правильном хранении. Все перемешали, накрываем тряпочкой и убираем в теплое место еще на сутки. Третий день. Мы можем с вами наблюдать активное образование пузырьков. Это говорит о том, что идет активный процесс сквашивания. В нашей закваске активно образуются живые дрожжи, которые будут работать как дрожжи при выпечке хлеба и приготовлении напитков на этой закваске. Третий и четвертый день мы будем подкармливать закваску так же, как подкармливали ее 2 предыдущих дня. Всыпаем 3 столовые ложки ржаной муки, добавляем 40 мл теплой воды. Хорошо все перемешиваем, накрываем холщовой тряпочкой и убираем в теплое место. Все то же самое проделываем и 4-м днем. Настал 5-й день, наша закваска уже готовая. Теперь мы будем делить нашу закваску на 2 равные части. Самое главное в хранении закваски – это выбрать посуду с плотно закрывающейся крышкой. От хранения зависит вкус вашего хлеба. Нам необходимо плотно закрывать крышку, чтобы предотвратить попадание кислорода к закваске. При попадании кислорода дрожжи превращаются в уксус, а уксус дает хлебу кислый вкус. Итак, делим нашу закваску на 2 равные части. Одну часть я отправлю на хранение в холодильник, а из второй части я буду делать квас на ржаной закваске. А как я буду это делать, я расскажу вам в следующем видео. Ту часть закваски, которую я отправлю на хранение, я подкормлю. Добавлю 3 столовые ложки ржаной муки и 40 мл теплой воды. Хорошо все перемешаю и плотно закрою крышку. Отправлю в холодильник на хранение. Храниться она может, как я ранее говорила, до полугода. Но если вы не используете закваску в течение недели, то раз в неделю необходимо открывать крышку на несколько секунд. Это делается для того, чтобы выпустить газы и дать глоток свежего воздуха дрожжам, ведь для их жизнедеятельности все равно нужен кислород.
Еще один совет. Когда отправляете закваску на хранение, никогда не заполняйте баночку доверху, потому что закваска продолжает брожение, и она может поднять пену до самого верха банки, поэтому должен оставаться запас свободного места. Сейчас я расскажу, как использовать закваску, оставленную на хранение. Когда мы решим приготовить хлеб на закваске или напиток, мы также делим нашу закваску на две части. Одну часть мы используем для приготовления хлеба либо напитков, а вторую часть подкармливаем 3 столовыми ложками ржаной муки, добавляя 40 мл теплой воды, перемешивая, закрывая и отправляя обратно в холодильник на хранение. И так проделываем постоянно. Поэтому эта закваска и называется вечная, потому что ее можно использовать сколько угодно раз. Каждый раз деля закваску на две части, одну часть использую для приготовления того или иного продукта, а вторую часть подкармливая и убирая на хранение в холодильник. Еще эта закваска называется монастырская, потому что ее используют для выпечки хлеба в монастырях. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. До новых встреч, друзья!